Привет, друзья, это канал Яхты на колесах, меня зовут Антон. И сегодня у нас тест-драйв Sunliving A70DK, он за моей спиной. Мы находимся на проспекте Мира 150, это бокс Яхты на колесах. И на этом арендном Sunliving сегодня я поеду в Суздаль. У нас уже не раз был обзор этой машины, поэтому если вы хотите посмотреть именно обзор, то переходите по подсказке. А сегодня мы попробуем сделать именно тест-драйв, то есть посмотреть, как машина себя ведет в движении. На улице сегодня минус, все дороги обледенели, гололед. Посмотрим, как она ведет себя в этих условиях. Посмотрим на парусность, потому что это алькованный автодом. И, в принципе, мне кажется, посмотреть это на Sunliving, именно в этой рубрике сейчас, это интересная идея, потому что это машина на 7 мест. То есть самая такая популярная, востребованная, потому что много мест, и при этом она достаточно эконом-классе находится. У нас печка Трума, воздушное отопление, посмотрим, как это все на холоде работает. Механическая коробка, и в принципе из помощников здесь помощь при спуске и Traction Plus. Вот постараемся как-то все эти моменты протестировать в действии. Давайте перед началом аренды посмотрим, что положили здесь в комплект, что идет, и поедем сразу же. В туалете сразу вижу стоит банка с химией для биотуалета и 2 рулона туалетной бумаги. Хочу обратить внимание, стоит не забывать фиксировать дверь на вот этот хлястик во время движения, иначе она начинает туда-сюда шарахаться в поворотах. Разумеется, заправлен газ, то есть могу пользоваться газовой плитой, холодильником. Печка здесь работает от дизеля, Трума дизельная. Так, что еще? Из интересного, классно, что в арендном Sunliving стоит Trum Aventa, кондиционер. Сегодня мне вряд ли он пригодится, потому что я вижу вот на Smart TV -2 на улице, но в жаркую погоду точно бы эта штука порадовала. Гололед полный, при нажатии на тормоз машина скользит, но тормозит неплохо, в первую очередь благодаря хорошо работающему ABS. Заехал на заправку. Не забываем, что в автодома мы заливаем дизель, то есть черный пистолет, важно не перепутать. И вот у меня получилось 102 литра на 4986 рублей, ну то есть почти на 5000. По идее, мне должно хватить на всю поездку даже слишком. Коробка у меня, как я уже ранее сказал, механическая, но не может не радовать приятный момент. На панели, если вдруг ты забываешь переключить вовремя передачу, возникает подсказка, нужно повысить или понизить. Когда пересаживаешься с автомата, иногда такое бывает, что увлекаешься или к тому же не слышно, что уже пора бы переключиться. И вот на экране есть такая подсказка. 13,1 мне показывает бортовой компьютер, расход топлива на 100 километров. В принципе, для алькованного автодома с 6-ступенчатой механикой это нормально. В целом, если вы никогда не ездили на автодомах и всегда ездили на легковой машине, бояться особо не стоит. Это автомобиль категории Б, и когда ты на него садишься, достаточно там первых 5-10 минут, и начинаешь ощущать, в принципе, четко габариты. То есть вот Fiat Ducato в этом плане отличные машины, в которых ты все видишь в зеркала, все как-то очень просто и доступно. Нет вот этого какого-то там разрыва, что это огромная машина. Однако стоит помнить о том, что, во-первых, вот в моем случае это альков, поэтому стоит помнить, что высота почти 3,5 метра, когда стоит особенно кондиционер. То есть всегда надо обращать внимание на знаки, потому что часто люди, когда начинают ездить или на арендованных машинах, сносят какие-нибудь мосты или еще что-то, привыкая, что легковая низкая. И второй момент, при поворотах в каких-то узких пространствах, заправке, что-то еще, стоит не забывать, что у вас после задней оси есть еще вот этот хвост с багажником, который свисает, и, соответственно, надо помнить, что он в обратную сторону как бы может что-то задеть. И то же самое касается как бы расстояния с левой стороны. Важно не срезать как бы углы, потому что если его срезать, можно тоже что-то зацепить. Это такая частая ошибка. Но если просто два этих момента помнить, то машина очень именно легковая. И вот мы почти приехали в Суздаль, но приняли решение, что надо заехать на мойку, потому что в такую погоду машины достаточно сильно испачкались. И хочу отметить, что приятный момент заключается в том, что у зеркал есть подогрев. То есть здесь есть кнопочка, которая нам всем знакома, которая часто подогревает заднее стекло и зеркала. Здесь она подогревает только зеркала. И это хорошо, потому что они подсыхают от всякой этой грязи и воды, и, соответственно, остаются, в принципе, в них видно. Но минус заключается в том, что все с лобового стекла летит на боковые окна.
окна. И вот я до этого на Фиатах почти никогда не ездил в такую сильную грязь. И сейчас, уже к концу дороги, особенно с правой стороны, мне почти ничего не видно в зеркало. То есть, в принципе, в грязь в такую погоду примерно раз в 150 километров желательно проходиться, протирать тряпочкой эти боковые окошки. А мы заезжаем на мойку. Кстати, если вы заехали помыть автодом, то предупредите, чтобы сильно не заливали решетки холодильника, которые находятся с внешней стороны. Потому что, особенно в мороз, если в них будет попадать вода, ну, ничего хорошего из этого не будет. Просто предупредите, чтобы высокое давление туда вот не попадало. Для заливки омывайки в новых Фиатах прямо какая-то беда. Его разместили вот здесь, и получается он углублен, и если нету воронки, то это прямо большая проблема туда попасть. Вот у меня сейчас нет воронки, и я попробую как-то это заливать. И это, конечно же, все не очень круто. То есть надо прямо ловить какую-то струйку, и получается, что обливается все вокруг. Поэтому в целом старайтесь для омывающей жидкости иметь с собой воронку. И если вы будете брать в аренду автодом, спросите при выезде из гаража, возможно, вам ее как раз таки дадут. Приехал я в кемпинг в городе Суздаль. Что могу сказать по итогу дороги? Какой-то особой парусности я не ощутил, потому что ехали все время с не очень большой скоростью. В принципе, вообще какого-то отличия от интегралов, в данном случае с альковником, я на скоростях там до 120 км в час не заметил. В первую очередь, что мне надо сделать сейчас, встав на пич, это, конечно, подключить электричество, потому что у меня немножко подразряжен аккумулятор в салоне, а мне необходимо запустить печку. Она дизельная, но ей необходимо электричество, чтобы работать. Вот таким образом выглядит подключение к сети в кемпинге в Суздале. То есть вам дают ключик от вот этой дверки, где вы включаете автомат, и у вас работает электричество на вашей розетке, когда вы его оплатили. Стоит помнить, что здесь подключение такое трехпиновое, и поэтому нужен переходник, вот такая, так сказать, крыса, с помощью которой вы подключите обыкновенную катушку. Вам ее обязательно положат в боксе, если вы будете брать автодом в аренду или у вас будет своя, но просто перед выездом надо не забыть взять ее с собой и проконтролировать на всякий случай, потому что в противном случае подключиться вы не сможете. Что мыл автодом, что не мыл, 20 километров, и все немножко запачкалось, но все лучше, чем было. В принципе, как можете видеть, одной рукой я подключаю розетку, и электричество появляется в автодоме. Следующий важный момент, с которым столкнется каждый путешественник на автодоме, это биотуалет и его кассета. Вот таким образом дверка фиксируется. Конечно, вы можете обойтись без кассеты биотуалета, если вы стоите в кемпинге и пользуетесь только туалетом. Но вот зимой, конечно, не хочется ночью выходить на холод, на улицу, и поэтому мы обязательно воспользуемся кассетой. Во всех европейских кемпингах есть место, где можно слить и помыть кассету. В России это есть далеко не всегда, но мы находимся в очень классном кемпинге в Суздале, и поэтому здесь мы это можем сделать. Сливать мы кассету можем через вот это отверстие, откручиваем пробку, соответственно, наклоняем и выливаем в специальное место. Но у меня кассета сейчас пустая, поэтому этого я делать не буду, а просто открою отверстие верхней части, закину туда таблетку. В банке, кстати, 20 таблеток, и кассеты примерно хватает на 2 дня, а таблетки на одну заправку кассеты. Вот таким образом выглядят капсулы. Мы прямо вот в этом желатиновом какой-то пленке кидаем внутрь и заливаем там около литра воды. Наступил вечер. О том, что мы делаем вообще в Суздале и про сам кемпинг, у нас будут отдельные ролики на канале. А мы как бы возвращаемся с вами в автодом. И так как наступил вечер, на улице, соответственно, похолодало. Сейчас около -6. И поэтому я хочу поговорить про печку. В автодоме меня, получается, весь день не было. Я подключил его к питчу и ушел. На пульте выставил 23 градуса. И сейчас я вернулся. Температура в автодоме очень комфортная. То есть претензий по этому вопросу у меня никаких нет. Вот, то есть реально абсолютно при изменении температуры на улице печка все включается, работает. При этом я не беспокоюсь, поскольку дизель, что там баллоны, что-то отключится. Я долил просто на подъезде к городу дизель, и все. И я знаю, что у меня там полный бак, и мне его
надолго хватит. Еще в боксе перед выездом, когда я говорил про кондиционер, я сказал, что вижу температуру на улице на Smart TV. Да, это очень классно, что яхты на колесах во все арендные дома, даже в Sunliving, ставят телевизоры со Smart TV, то есть вы можете посмотреть здесь кино в любом онлайн-кинотеатре, там Иви, Ока, Кинопоиск HD, YouTube, конечно, тоже присутствует, как на любом Smart TV. Подключается он к Wi-Fi у телефона или к Wi-Fi в кемпинге. Для меня это очень важно, потому что вот вечером посмотреть кино. Я вообще занимаюсь кино, и это моя такая основная деятельность. Кстати, если вам интересно находиться здесь со мной и смотреть и слушать, мы недавно создали канал про кино, и ссылочка есть в описании, так что можете тоже зайти, подписаться. Буду рад вас видеть и там. А я продолжу сейчас смотреть кино, чтобы сделать как раз-таки новый выпуск на том канале. Спать я сегодня решил в Алькове. Постараюсь поспать и на остальных местах, чтобы оценить, где холоднее, где теплее и как это все вот в реальных условиях работает. Когда едете в поездку, особенно в холодное время года, старайтесь взять лишнее одеяло, спальный мешок и так далее. Лучше всегда его откинуть в сторону, чем не иметь его. И, допустим, если будет дуть и станет сильно прохладно. Порадовало наличие фонариков в изголовье, что их тут даже 2, но расстроило отсутствие USB. В новых моделях, кстати, почти везде уже появились эти трековые светильники, например, и они с USB-модулями, и во всех Sunliving в линейке 2021 года. Прошла первая ночь в Алькове. Ощущения приятные. Спал как дома. Может, потому что, конечно, устал. Но в любом случае какой-то матрас или что-то еще никакого дискомфорта не доставил. Единственное, если спать вот в узкой части, сдвинуться туда, то немножко от потолка есть такой холод. Ну вот как если руку к холодному стеклу поднести. Но в целом воздух теплый. Нет такого, чтобы здесь было холодно. Вообще такого не испытал, хотя сплю в тонком летнем спальнике. Есть здесь вот отверстие от печки, то есть воздух здесь поднимается, и Альков полностью отапливается. Воспользовался я душевой кабиной, и хочу сказать, что меня очень порадовала она своим объемом. То есть здесь места прямо предостаточно. Я прям легко разворачиваюсь в этом пространстве, не испытал никакого дискомфорта. И это очень хорошо для машины такого класса. Здесь очень тепло, и, конечно, закрываем вот шторкой это пространство. Тепло, потому что каким-то образом печка так нагнетает сюда воздух, что, особенно если этот тамбур закрыт, открываешь здесь прям Ташкент. Из минусов могу отметить поддон, который внизу, то есть надо не забывать, во-первых, убрать пол, когда будете мыться, поддон освободить. Он немножко прохладный, потому что печка дует как-то выше, и выше вам очень тепло, но на поддоне немножко подмерзают ноги, он такой прохладный, он нагревается от ног, от теплой воды, но немножко не сразу. Подошел к вечеру второй день в кемпинге. На улице, кстати, в прошлую ночь было около минус 10, и сегодня днем тоже похолодало, где-то там минус 5, минус 6. Я вернулся к вечеру в машину, здесь тепло, также все, проблем никаких с печкой нет. Кстати, хотел еще заметить про печку, что ощутимо дизельная трума лучше, как будто бы эффективнее греет, быстрее нагревает пространство, чем трума комби газовая. Это еще один ее, на мой взгляд, плюс, это вот чисто по ощущению. Потому что даже в какой-то просто осенний холод, я помню, что турбокомби как будто бы посложнее раскачивается. Кстати говоря, вот минус жидкостного отопления, что оно разогревает очень долго, то есть вам надо сильно как-то заранее это включать, или если вдруг выключили, в общем, вы заходите часто в холод. С воздушной печкой это происходит, процесс нагрева автодома происходит гораздо быстрее. Почему я нахожусь в кабине? Потому что часто в комментариях вы пишете о том, что если кабина не изолирована, то это не автодом для зимы. Здесь у меня вот она, вы можете видеть, никаким образом не изолирована. И, честно говоря, никаких проблем пока не испытал. Вчера вечером я сидел около телевизора, здесь садился спиной, также ночью спал наверху в Алькове. И никаких потоков холода или какого-то ощутимого не происходит из кабины. Конечно, не такой сильный мороз, но тем не менее, здесь образуется своего рода тепловая завеса, потому что вот от печи выхлопные отверстия, они, вернее, как не выхлопные, выпускные отверстия расположены таким образом, что тепло поднимается здесь, образует такую как бы именно тепловую завесу, и никаких проблем нет. Почему я еще в кабине? Потому что на ночь пора закрывать шторки, и хочу отметить, что в этом Sunliving шторки сделаны не вот
вот когда часто в Sunliving на кнопки надо по кругу пристегивать, а вот такие вот бумажные шторки и на боковых окнах, и точно так же на лобовом стекле. Это, конечно же, плюс, потому что вот вы можете видеть, как я одной рукой без проблем закрываю эти шторки и фиксирую. В принципе, у них минусов почти нет, кроме того, что на ходу они имеют свойство стучать. То есть я всю дорогу ехал, и вот эта шторка с вот этой частью впереди издавала такое небольшое постукивание. Это вообще никак не напрягает, кроме того, что есть ощущение, что вот что-то где-то стучит, дребезжит, но в принципе для автодома стуки это нормальное явление, потому что у вас все равно что-то лежит в ящиках, какие-то вещи, какие-то мелочи. Это все равно всегда издает какие-то звуки. Некоторые одновременно еще жалуются, что вот эта часть загораживает обзор в нижний сектор зеркала, вот в этот маленький. Мне, честно говоря, при моем росте 180 никаким образом помехи шторки не создали. Но кто чуть пониже, говорят, бывает. Перед сном решил воспользоваться плитой, попить чайку. Сразу что хочу заметить. Во-первых, мне непонятно, почему вот эта подсветка выключается отдельной кнопкой. Ее, во-первых, не всегда сразу можно найти, если не знать. То есть надо знать, что там эта маленькая пимпочка. Во-вторых, почему не сделать был обычный выключатель. Но каких-то затруднений особо не вызывает. Второе, плита расположена очень близко к двери. То есть вот мое пальто висит прямо около плиты. Поэтому если здесь что-то жарить, готовить, надо это учитывать. Надо не оставлять здесь вещи и вообще, чтобы здесь какого-то конфликта, так сказать, интересов у них не произошло. Но хочется сказать еще отдельно пару слов про холодильник. Я его включил, попользовался, никаких нареканий не замечено, но в принципе в холод так и должно быть. Универсальные холодильники, они в основном проблемы показывают при высокой жаре, то есть когда у вас больше 30 градусов на улице, то, соответственно, холодильник опускает температуру там уже 0, +1 и так далее, у вас нету в морозильной камере вообще мороза. Поэтому я часто говорю о том, что компрессорные холодильники, которые не работают от газа, вроде как лучше. С плитой при этом тоже все как бы хорошо, замечательно. Чайник вскипел у меня быстро, и поэтому я сейчас даже смогу попить чай вместе с чизкейком, купленным в кемпинге Суздаль. А вот мусорного ведра в Sunliving, к сожалению, у нас нету ни на стенке, нигде, поэтому стоит не забывать пакетик, который как-то можно здесь где-то приспособить. И этой ночью я решил поспать на кроватях задней части, точнее на одной кровати, на нижней, потому что там, во-первых, ниже холоднее, посмотрим, как здесь, альков все-таки высоко, теплый воздух вверх, и второй момент, именно около нижней кровати находятся двери в багажник, ну то есть, которые можно открыть большие или сложить эту кровать, и, соответственно, посмотрим, не поддувает ли там в щели и как вообще там ощущается. Первое, что я сразу заметил, это то, что когда садишься на кровать, за счет того, что они вот так в 2 этажа, конечно, очень низко. То есть мне прям надо вот пригибаться, чтобы сюда сесть. Альков хоть и находится под потолком, там как-то попросторнее и полегче. Но если вот так аккуратно, главное, головой не удариться, лечь, то вполне себе все комфортно. Вот, кстати, за моей спиной часть этой двери. Посмотрим. Сейчас здесь есть такое ощущение, что немножко, конечно, прохладно. Надо проверить, хорошо ли закрыто. Вот кажется, у меня не очень хорошо закрыта дверь в ногах. В голове также есть в изголовье светильничек. Еще хочу отметить момент, который порадовал. Это то, что телевизор, который висит в передней части, отлично видно, в принципе, со всех спальных мест. Ну, не одновременно, конечно, но вот на этих кроватях я могу спокойно повернуться и смотреть его. И также будет видно из спального места в гостиной группе. Ну, а если вы хотите посмотреть его из алькова, там, конечно, придется развернуть. Но, тем не менее, вчера я его тоже повернул, и, в принципе, он мне был достаточно доступен. Так, с краешку смотришь, если не поднимать вот этот бортик. Поэтому это приятный момент. Время 3 часа, проснулся от того, что стало нереально жарко. Печка стояла на 25 градусов, и я вот в летнем спальном мешке, здесь в задней части просто как будто, я не знаю, в бане.
Пришлось убавить печку, и вот открыл окошко немножко хотя бы проветрить. Во-первых, чтобы посвежее и более влажный воздух. И, во-вторых, потому что просто жарко. Жду сейчас хотя бы немножко охладить, и чтобы можно было дальше спать. Утро. Всю ночь было около минус 5 градусов. Никакого дискомфорта во время сна на этих кроватях я в целом не испытал. С матрасами все нормально, с шириной, в принципе, тоже. Вот единственное только то, что говорил про голову. Вставать надо аккуратно ночью. Думал, будет поддувать вот из этой щелочки у окна. Это действительно на самом деле так. Небольшой сквознячок отсюда есть. Я его закрыл, в принципе, вечером одеялом. Оно потом сбилось, но это никак вообще не мешало. И я, конечно, люблю немного свежий воздух, чтобы был. Но на самом деле, когда стало ночью сильно жарко, меня это вообще никак не спасло, и нет такого, что мне прямо отсюда дуло. То есть, если вот руку подносишь, ты чувствуешь, что он отсюда идет. Когда ты спишь, никак там в лицо еще куда-то. Из дверей ничего не поддувает. Вот. Печку в итоге я поставил на 22 градуса, на 25 было очень жарко. Подходит к концу мое время пребывания в кемпинге в Суздале. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что в скором времени здесь выйдет обзор на этот огромный туристический комплекс, в котором в том числе расположен и кемпинг. А мне предстоит обратная дорога вот в таком заснеженном, так сказать, антураже. В Москве вообще, говорят, очень много снега выпало. И вот здесь тоже в сегодняшнюю ночь как-то снега прибавилось. Так что посмотрим, как автодом будет себя вести под такой заснеженной дороге. Еще раз хочу отметить, что даже алькованный автодом Sunliving ощущается достаточно легко. Припарковаться вот даже в таком маленьком городе, как Суздаль, где очень узенькие улочки в целом, маленькие парковки, я вот без проблем встал. Да, конечно, занял 3 места, но припарковался так, что не выпирает автодом на дорогу. И я здесь разместился, выехал, развернулся, и это не проблема. Во многом это благодаря именно фиатовским зеркалам. Я очень их люблю, мне даже меньше нравится на Mercedes-Benz Sprinter, и уж тем более на Газели. На них прям тяжело, ты почему-то не чувствуешь так машину, не так видишь назад пространство. С фиатовскими зеркалами я вообще никогда не испытываю проблем, разворачиваюсь в узких местах, и даже когда я первый раз сел на автодом, я не испытал какой-то серьезной там разницы между машиной, там, джипом каким-то, грубо говоря, и вот автодомом. Итак, выехал я в обратную дорогу, постараюсь поехать по более скоростной трассе, чтобы посмотреть еще раз, парусность ощущается или нет. К тому же сегодня побольше порывы ветра, там до 20 метров в секунду. Когда я ехал сюда, было там 11. И я, как напомню, никакого дискомфорта не испытал. Вот я в Москве, уже подъезжаю к гостинице «Космос». Как я не старался, как я не нырял под фуры и не пытался поймать какие-то дополнительные искусственно-воздушные потоки, какой-то особой парусности от Алькова я не заметил. То есть, в принципе, схоже с Sunliving, на котором я ездил, не алькованным, полуинтеграле. Отрицать, однако, я какую-то особую парусность от Алькова тоже не могу, потому что я своими глазами наблюдал, как под Варшавой мы подъезжали, была какая-то предгрозовая погода, сильные порывы ветра, и там такие стенки сделаны, они как бы такую трубу образуют, загнутые вверху. И когда мы выехали из них, я прямо видел, как коралл чуть поддернуло, и как-то он так в другую полосу прямо его понесло. То есть такие моменты на Алькове бывают, а я на Матриксе ничего не ощутил. Вот. Но, во всяком случае, я сейчас ничего такого не испытываю. Максимальная скорость, которую мне удалось на ней развить, это 140 км в час, быстрее не едет. Вот тут есть сопротивление Алькова, потому что с такой же мощностью не алькованной у меня получалось ехать 160, 165 и так далее. Здесь вот 140 предел, но заявлено у нее вообще 110, так что, в принципе, все хорошо. К тому же по правилам дорожного движения у нас почти нигде больше и нельзя. Курсовая устойчивость и все помощники отрабатывают в целом на 100%. Была сильно заснеженная дорога с большим количеством поворотов вскоре после Суздаля. И я ехал где-то 90, там, разрешенная которая скорость, и в повороты, в принципе, заходил уверенно. Я чувствовал, что машину так подтаскивает куда-то в сторону, но она сама выравнивается и прямо заходит в повороты. Мне там стоит только понизиться до 5-4 передачи, чтобы добавить
добавить газку на выходе из поворота. АБС сравнить можно с тем, как тормозит внедорожник, то есть, конечно, какое-то скольжение есть при сильно скользкой дороге. Кстати, резина не шипованная, и даже на гололеде тормозила достаточно хорошо, вот как внедорожник ее немножечко несет, и она останавливается, как это и должно быть. То есть какого-то особого дискомфорта, в отличие там, ну, если вы пересаживаетесь с легковой, опять же, по этим моментам вы, скорее всего, не заметите. Ну что ж, вот мы дома на проспекте Мира 150 в Москве. Пишите в комментариях, понравился вам такой формат или нет, чего не хватает, а что может быть наоборот лишнее, на чем стоит сосредоточиться поподробнее. Мы будем внимательно читать ваши комментарии, особенно если они будут аргументированные и конкретные по делу, их учтем и постараемся сделать этот формат лучше, если он вам понравился. Так что ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч, пока!